Всем привет! С вами Академия Покера. В этом выпуске мы подбиваем итоги уходящего года, топ заносов наших учеников по МТТ за 2022 год, а также бонусный блок, яркие результаты наших учеников по кэш-дисциплине. Не пропустите! И подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропускать полезные обучающие видео от наших тренеров. Итак, начнем с конца нашего рейтинга. 10 место. Дмитрий, ученик Вячеслава Слэша. Играет средние лимиты, и на обучение он пришел уже с неплохим опытом игры. Не хватало знаний по софту. Не было понимания, как его использовать и работать над ошибками. Пройдя несколько тренировок, знания Дмитрия явно улучшились, и он уже смог показать неплохой результат в турнире за $60. Получилось занять первое место и увеличить свой банкролл на $1000. Обучение только начинается. Пожелаем ему удачи и еще больше заносов. 9 место. Александр, ученик Максима Холдера. С Александром начали работу с нуля. Обучение еще продолжается. Работаем над активной игрой в поздней стадии, а именно над увеличением блефовых рейзов по флопу и терну. Также много внимания уделяем префлоп-стратегиям, разборам раздач и игре против диапазонов. И вот уже первые результаты. 800 и $1000 в турнирах GG Poker. 8 место. Салим, ученик Вячеслава. Пришел на обучение с определенным багажом знаний, но результатов не было. Особо не пользовался софтом во время и вне игры. Были проблемы с математикой и дисциплиной. Пройдя менее 10 занятий, его игра стала гораздо лучше. Салим занял первое место в турнире на Покерок и забрал $2800. Обучение с Салимом продолжается. Так держать. 7 место. Иван, также ученик Вячеслава. Пришел на обучение с неплохими знаниями. Самая его большая проблема, с которой он сталкивался, это недисциплинированная игра и игра не по банкроллу. Из-за этого и не получалось иметь от покера постоянной прибыли. После того, как мы проработали проблемные места, пошли первые результаты, что не может не радовать. Иван использует Покерок как основную площадку для игры, и в сентябре занес дважды по $1800. Отличный результат. 6 место. Юрий, ученик Максима. С Юрием заканчиваем обучение. Были проблемы с игрой в поздней стадии. У него была очень аккуратная игра, и с этим предстояло бороться, так как очень много игры ученик проводит в офлайне. Это получилось исправить. Игра стала более жесткой, появилось много 3-бетов блеф и активностей на постфлопе, что благоприятно сказывается на результате. Из-за того, что Юрий не играет по банкроллу, стабильности пока нет. Но это не удивительно. Ведь игра по банкроллу – это довольно весомая часть успеха в покере. В начале года Юрий занес $2500 в баунти-турнире GG Poker, и в октябре уже $4300 в баунти на Покерок. Теперь, как вам и обещали, бонусная вставка. Результаты 2022 наших кэш-игроков. Сергей, ученик Сергея Берсерка. Играл на PokerStars NL2 с вин-рейтом 5 ББ на 100 и никак не мог закрепиться на NL5. После разбора базы и просмотра видео его игры мы выделили ошибки, а также подкорректировали игру в 3-бет-потах и разобрали защиту блайндов. Теперь он уверенно закрепился на NL5 с вин-рейтом 8 ББ на 100. И есть первые результаты. $545. Игорь, также ученик Сергея. Игорь играет на NL25. У него были проблемы с 4-бетами и игра без позиций. Также прошли курс по комбинаторике, разобрали агрессивные линии розыгрыша, чек-рейзы и рейз контр-бета. Теперь его игра стала более агрессивной и менее читабельной. Александр, ученик Сергея Феликса. Раньше играл только на NL2 в слабый плюс и мечтал об NL5. А сейчас бьет NL5, и это за пару месяцев. Исправили проблемы с колами в холодную, проработали 3-бет, отказались от неуместных донков, и процесс заиграл новыми красками. Инна, ученица Феликса.
уже играла NL5 в небольшой плюс, но играла очень аккуратно, зажато. Проработали пост-флоп, расширили диапазон 3-бета, начала играть агрессивно. Исправили игру на пост-флопе в 3-бет, 4-бет банка. И за 3 месяца курс был усвоен. Молодец! Общий выигрыш почти $800. Юрий, ученик Сергея Феликса. По отзывам Юрия, его порадовало, что Сергей не зациклен, доступно рассказывает и образован. С таким тренером просто приятно вести диалог, слушать и задавать вопросы. Плюс были некоторые проблемы с румами. Сергей оказал оперативную помощь. Человеческий подход, глубокие знания, юмор и доступный материал. Юрий ни разу не пожалел затраченного времени и средств. Да, волшебной таблетки нет, но четкий алгоритм тренировок и дисциплина помогают достичь результатов. Вместе с Юрием проработали большинство проблем микролимитчика, от колов в холодную до телефонизма. Юра понял, что карманные тузы или короли – сильная рука только на префлопе, а дальше нужно действовать по обстоятельствам. Результат Юрия – $1612. И это только начало. Самый невероятный результат в кэше – 1,5 миллиона рублей у нашего ученика Сергея Феликса. Сергея. Он играет оффлайн. Опыт игры есть. Вместе с тренером проработали постфлоп. Нужно было лишь отточить алгоритмы принятия решения для постфлопа, 3-бет банки без позиции и мультипоты. Сергей поехал в Сочи и смог сделать лучший занос. Ну что ж, а мы возвращаемся к топ-10 наших учеников по МТТ за 2022 год. 5 место. Никита, ученик Холдера. С Никитой занимаемся относительно недавно. У него уже был неплохой опыт игры в покер, но всегда есть что подшлифовать. Посмотреть на свою игру под другим углом и набраться каких-то фишек. Так как опыт игры был довольно большой, большую часть теории пропустили. Сосредоточились на игре против диапазонов и эксплойте оппонентов. Результаты перед вами. Ну и просто фантастический результат на покерок, где Никита получил $4700 в турнире Mystery Bounty за выбивание соперника. Buy-in в турнир $25, а награды за выбивание выпадают случайным образом от 12 до 100 тысяч долларов. 4 место. Юрий, также ученик Максима. Успешно прошел курс до результата. Начинали работать с самых основ и постепенно продвигались по теории постфлопа. Юрий выполнял все указания и не гнался за высокими бай-инами. Методично нарабатывал опыт и прокачивал свой скилл. Это видно по заносам. Вначале они небольшие, но самое главное – частые. Мы показываем лишь малую часть того, что Юрий отправил тренеру. Уверенная игра и хороший банкролл-менеджмент позволили ученику быстро расти по лимитам и показывать уже совсем другие результаты. А самое главное, что самые успешные турниры впереди. И их будет еще много. 3 место. Роман, ученик Вячеслава. Уже прошел обучение, но продолжает радовать тренера и всю Академию покера своими результатами. Только за время обучения он плюсанул более чем на $50 тысяч. На этот раз ему удалось отобраться через сателлит за $109 на турнир хай-роллеров с бай-ином $10 300. К сожалению, затащить турнир не получилось, но дойти до призов он смог и заработал $30 тысяч. Желаем удачи Роману за столами. 2 место. Александр, ученик Максима. С Александром уже прошли основную часть курса, разобрали основные линии игры на постфлопе, проработали 3-бет в блеф на префлопе и в поздних стадиях турнира без него никуда. И в целом позанимались теорией блеф-рейзов, так как Александр любит блефовать. Но делал и иногда продолжает это делать очень самоуверенно. И не всегда в нужных ситуациях. Продолжаем работать. И посмотрите только на его результаты. 2 крупных заноса в баунти-турнирах покерок на $30 700 и $3,500. И, наконец, имя нашего ученика, занявшего 1 место в рейтинге 2022. Мунгбат, ученик Слэша. Он пришел на обучение с неплохим опытом игры в покере. Его основной проблемой была завышенная агрессия в игре.
что приводило к частым проигрышам. Проработав теорию, он стал играть аккуратнее и смог заработать в юбилейном турнире на PokerStars аж $48 тысяч за 13 место. Поздравляем с отличным результатом! Так держать! На этом видео про итоги заносов учеников за 2022 год подходит к концу. Ставьте палец вверх, задавайте вопросы в комментариях. Спасибо, что смотрите.